Всем привет! Открыл на AliExpress для себя такой магазин с коротким названием N1. Мобильные аксессуары и игры мира. Тут просто рай для различных ателье по ремонту ваших гаджетов. Какие-то экранчики, стеклышки. 49 моделей микро-USB и мини-USB разъемов. Немерено. Куча всяких плат к вашим телефонам. Также есть кнопки регулировки громкости. Под качельки громкости. Только здесь я увидел такое разнообразие различных мини-динамиков. 37 моделей мини-микрофончиков. Потеряли при разборке своего гаджета винтики? Да тут их всяких немерено, различных размеров. И цены адекватные, центы. Поцарапали линзу телефона? Пожалуйста, есть всегда на замену. И опять же обратите внимание, какие скромные цены. Потеряли карт-слот? Различные конфигурации, пожалуйста, для различных телефонов. И многие другие запчасти, детали, какие-то радиоэлементы вы можете приобрести в этом магазине со скромным названием N1 Mobile Accessoire и Game World. Ссылочка будет в описании. Еще раз всем здрасте, меня зовут Александр, вы на моем канале. Я не зря в начале ролика познакомил вас с этим магазином N1, потому что там же я приобрел платку для смартфона. Стоила она $2.92, оценили пакет $1.25, и пришел он из Китая. Очень долго шел, 45 дней, но пришел с отслеживаемым трек-номером, поэтому в пути не потерялся, дошел. Как видим, упакована эта платка вот в такую коробочку. При ее тряске тут вообще ничего не происходит, как будто здесь ничего и нету. Поэтому давайте вскроем и ознакомимся с содержимым. Внутри что-то есть. Больше ничего. Вот такое. Да, вот эта платка. Так, приобрел я вот такую вот платочку для смартфона Samsung Galaxy N7120. В данном смартфоне вышел из строя микрофон, для его замены потребуется какая-то сумма, если делать в местном сервисном центре. Ну, конечно, выгоднее и дешевле заказать платку, всего лишь там чуть менее $3 на AliExpress. Продемонстрирую вам, что установленный здесь микрофон не работает. Зайдем в диктофон, включим его. Так, запишем какой-то звук, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, голос 002, 4, 5. Никакой реакции нету. Прослушаем голос 002. Ничего не пишется. Для ремонта понадобится отвертка соответствующей битой. У меня вот такой наборчик приобретал у себя на рынке. Дальше понадобится пластиковая карточка, чтобы отщелкнуть по периметру все защелки. И, возможно, понадобится пинцет. Но первоначально необходимо изъять стилус, открыть заднюю крышку, выключить смартфон, далее изъять карточки, карта памяти, изъять аккумулятор, изъять симку, выкрутить все винты по периметру, тут их, по-моему, 14 штук. Все винты одного размера. Далее переворачиваем смартфон экраном вверх и с помощью карточки по периметру отщелкиваем все защелки. Внимательно только быть со стороны качельки громкости. Так вот проходим по периметру с помощью этой карточки и открываем наш телефон. Чтобы изъять нижнюю плату, необходимо выкрутить также здесь еще один винт. Здесь такая вот пластиковая крышка, за которой находится динамик, микро-USB разъем и микрофон. Снимаем эту крышку вместе с винтиком. Так, и вот наша плата.
Аналогичная, но не такая. Как вижу, вот тут какие-то элементы установлены, здесь несколько иначе что-то сделано. Так, контакты есть, здесь контакты есть, также контакт коаксиальный есть. Ну и микрофон тут золотистый, а здесь какой-то серебристый. Главное, чтобы работало. Для изъятия необходимо отщелкнуть вот этот разъемчик и коаксиальный. После чего можно изъять плату, она снизу посажена на скотч. Это мы убираем, включаем новую. Так, вроде все подключено. Давайте закроем крышкой. Так, включаю и проверяю на работоспособность именно микрофона. Заходим в диктофон и попробуем проговорить какую-то фразу, проверим. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8, 9, 10. Я вижу, микрофон работает. Отлично работает. Так, голос 3.003. Проверим запись. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8, 9, 10. Я вижу, микрофон работает. Отлично работает. Все, плата рабочая. Так, ну и после сборки давайте проверим качество связи с конкретным абонентом. Так слышно хорошо. Да, так хорошо. Ясненько. Ну вот и все. Хорошо, пока. Ну и по итогу я скажу, что микрофон отлично работает, абонент слышит меня хорошо. Осталось проверить, также на этой плате установлен динамик, микро-USB, порт зарядки и связь с компьютером. Для проверки динамика запустим просто фонограмму. Все работает. Так, подключим зарядное. В данном случае подключено через ноутбук к USB порту. Так, заряд пошел, работает. И на мониторе также соответствующие папочки появились. Ну и по итогу, что хочется сказать, все ссылки на магазин и эту плату будут в описании. Также не забывайте использовать для покупок какой-то кэшбэк-сервис. Я использую EPN. Ссылочка на него также будет в описании под этим видеороликом. Ну а я с вами прощаюсь. Обязательно скоро увидимся. Не забываем подписываться на канал и оценивать это видео. Пока. Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте epn.bz и совершать покупки как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссий в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив.